Как говорилось в прошлом видео, Ло Фэн на глазах у всего мира расправился с борцом, который возглавлял Альянс HR. Аткин был моментально пронзен лезвием ножа Ло Фэна. Его тело рухнуло на землю, он был убит. На площади разразился хаос. В телевизорах всего мира и в интернет-трансляции было видно все. Бесчисленные граждане по всему миру были потрясены. В трансляциях отматывали кадры и замедлили сцену. Едва можно было увидеть тень лезвия, пронзающего голову Аткина и быстро возвращающегося назад. «Господин Ло Фэн, вы... Почему вы убили председателя Аткина?» – закричали репортеры, определив нападавшего. «Мистер Ло Фэн, как же поступит в этой ситуации Ло Фэн? И как объяснит произошедшее? Если сказать коротко, то никак». Холодный взгляд Ло Фэна окинул площадь. Его духовная аура оказала давление, заставив всех замолчать. Ло Фэн посмотрел на тело Аткина и просто сказал: «Он сволочь, и он заслужил смерть». После чего Ло Фэн взлетел в небо, быстро исчезнув из эфира. Группа репортеров осталась ошарашенной, прежде чем они постепенно пришли в себя. В новостях прозвучало сообщение: зрители и друзья перед экранами телевизора. Господин Ло Фэн внезапно убил председателя HR Альянса, Аткина, после чего он сказал лишь: «Он сволочь, он заслужил смерть». Подробного объяснения не последовало. Что касается деталей ситуации, это расследуют и сообщат позже. Другие же говорили, что Аткин, должно быть, совершил какие-то крайне подлые поступки, за что и поплатился. Ло Фэн улетел, но Баба-то немного беспокоилась. По ее словам, этот поступок уничтожил идеальный образ Ло Фэна. Все считали его героем, а также непревзойденным гением среди людей на Земле. Но Ло Фэн безразлично улыбнулся. «Я никогда не думал о том, чтобы быть идеальным человеком. Я убью того, кто заслужил смерть». После получения нового тела, Ло Фэн определенно вобрал в себя некоторый характер Золотого Гиганта. Его жестокость и намерение убивать были несколько сильнее, чем раньше. Когда Ло Фэн вернулся в Китай, его все равно встретили с радостью. Видимо, убийство Аткина в Америке никак не повлияло на людей здесь. Как гордость Китая, Ло Фэна считали правым, почти все стояли на его стороне. И вот он наконец вернулся домой, к своей семье. Его отец, мать, жена Сюсинь, младший брат и даже дети-близнецы, которые уже могли стоять, ждали его. Ло Фэн приближался шаг за шагом. Глаза его семьи были на мокром месте. Сюсинь держала за руки двух детей, которые выглядели очень похожими. Они посмотрели на Ло Фэна. «Папа, папочка». Ло Фэн был так взволнован и тронут, что заплакал. С возвращением Ло Фэна все махинации и закулисные игры по всему миру внезапно прекратились. Жадные семьи не совершали никаких шагов. Борцы вернулись к своей первоначальной деятельности. Весь мир, казалось, был чрезвычайно единым. Никто не осмеливался нарушить этот мир. Разобравшись с жадным Аткином, Ло Фэн, по сути, преподал урок всем остальным. Это было влияние Ло Фэна. Когда он вернулся домой, он первым делом пошел уважить 5 хороших друзей, которые пожертвовали собой. Затем он отправился навестить главу Хуна и бога Грома, которые все еще были в коме. После этого Ло Фэн организовал свадьбу Сюсинь. Под влиянием Ло Фэна наступил мир. Он спокойно проводил время со своей семьей, кормил обоих детей с ложечки, а Сюсинь сидела на диване и вязала свитер. Более теплую и душевную обстановку трудно придумать. Так продолжалось около полугода. Но потом Баба-то сообщила, что корабль горы Черного Дракона почти готов. Он может долететь до Марса за 1 час. То есть Ло Фэн может позавтракать утром на Земле, отправиться на Марс, вернуться вечером и снова поужинать здесь. Дело в том, что металла, собранного на Земле, было слишком мало, и его нельзя было задействовать в развитии тела гиганта. Поэтому Ло Фэн решил отправиться на Марс. Он сказал, что вернется вечером, поцеловал 2 своих сыновей на прощание, после чего покинул дом. Высоко в небе появился огромный черный корабль в форме диска, диаметр которого составлял 100 метров. Ло Фэн на огромной скорости направился к Марсу. В таинственном и бесконечном пространстве вдалеке то и дело появлялись планеты, небольшие астероиды и звездная пыль. Это действительно очень красиво. Корабль, оружие и металлы делились на классы. Класс А соответствует уровню планеты. Класс Б соответствует уровню звезды, класс С уровню Вселенной, класс Е соответствует лорду сектора, класс F соответствует бессмертным существам. Тот корабль, на котором летел Ло Фэн, был уровня С5, то есть уровня Вселенной, что очень даже неплохо. Итак, сейчас главная задача Ло Фэна – развивать тело гиганта с помощью поглощения различных металлов. Чем чище и качественнее металл, тем быстрее будет эволюционировать тело Золотого Гиганта. И Ло Фэн, соответственно, будет становиться сильнее. Тут и до уровня Вселенной уже недалеко. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такое путешествие Ло Фэна. Он начал покорять космос. Подписывайтесь на канал и всем пока.